Рано утром Винс отправился на пробежку. Ему хотелось избавиться от навязчивых мыслей, что лезли в голову. Мыслей о прошедшей ночи и видениях, которые ему померещились. Когда на свежем воздухе голова немного прояснилась, он даже решил, что это был всего-навсего плохой сон, который вскоре забудется. По пути Винсу встретилась довольно-таки привлекательная соседка, и он остановился вежливо ее поприветствовать. Девушку звали Катрина, и она действительно жила по соседству. А когда Винс упомянул, что приобрел старинный особняк у кромки леса, она помрачнела, и на лице ее как будто даже мелькнула тень страха. «По слухам, это нехорошее место», — сказала она. «Долгое время дом стоял заброшенным. В прошлом всех его учениц постигла жуткая участь». «Но что же стало с владелицей пансиона, леди Агнессой?» — спросил Винс. Поразмыслив, Катрина ответила: «Никто не знает. Но говорят, якобы она занималась тут призывом темных сил, которые до сих пор обитают в доме». В раздумьях Винс побрел назад. То, что рассказала Катрина, не укладывалось в голове. Чепуха какая-то. Стоит ли верить всем этим россказням? Он окинул взглядом хмурое здание и вдруг заметил, как в окне что-то мелькнуло. Всем привет! Привет. С вами Лёша и Стас, и вы на канале «Не без разницы». Ну вот мы вернулись к нашему Винсу. И это у нас второй день пребывания в заброшенном доме. Что хочется сказать, то что, как жаль, что это был не страшный сон, а жуткая реальность. Ну, видимо, да, что-то ночью действительно происходило в доме, потому что, вот как сказала соседка Катрина, дом, вероятнее всего проклят. Потому что тут вот некая воспитательница леди Агнесса занималась вызовом темных сил. По крайней мере, так говорят слухи. Может быть, это, конечно, и неправда. Но нет будем разбираться. Дыма без огня. Будем разбираться потихоньку и отгадывать вот ему как страшно. Эту тайну. Мороз по коже. Винс невольно замечает, что здесь водятся привидения. А утро же наступило. Какие привидения тут могут быть? Утренние привидения. Ну тут вот еще, смотри, какая-то лужа странная. Да, мы на нее уже обращали в прошлый раз внимание. Но она какая-то жизнерадостная. Посмотри, она улыбается вроде бы даже. Ну, веселенькая такая лужа. Поэтому я не знаю, что здесь может быть страшного. А если вот стереть эту слизь, то что будет? Тут ночью стали летать какие-то зеленые шары. Ну, они просто летали. Один даже, когда пролетал мимо, пощекотал Винса, и Винсу стало весело. В общем, была очень странная ночь. А теперь вдруг внезапно ему стало страшно. Знаешь, утро — это действительно страшный момент, мне кажется, когда надо просыпаться и начинать разгребать этот дом. А вот это тоже какая-то штука. Избавьтесь от этой жути. Также слегка восстанавливает завесу между мирами. Но попробуем. Вообще хотим отправить сейчас Винса на пробежку. Как увидишь, он мощно убрал. Да. Потому что он так нормально и не побегал, а навык фитнеса ему тоже нужно развивать. Ну, знаешь, он хорошо побегал ночью. От окна комнаты, от комнаты к спальне, в общем. Ну и вообще нужно осмотреться здесь в районе, может быть, пособирать какие-то растения или еще что-то найти. Ну, я вообще думаю, что надо хвататься за все подряд, потому что денег-то не очень много, всего 1300 миллионов, и каждая лягушечка, каждый пенечек и каждый львиный зев, или что там, да? Львиный зев. Львиный зев, и это пригодится. А смотри, вот, например. Вон грибочки, вот, что это, шалфей, вон еще какие-то грибочки. Вот, кстати, шалфей, да, можно собрать. А эти грибочки можно что-нибудь с ними? Нет, это просто декорация. Я-то думал, что можно куда-нибудь, что-нибудь. А кстати, это же идет Эльфаба. Эльфаба, она вроде бы одна из мудрецов в волшебном мире, а ему как раз нужно подружиться с мудрецами. Как взаимосвязан и тесен мир. И вот она тут не еще просто и лягушка. Не просто мудрец, она и свидетель всех злоключений у Персиваля, да. по крайней мере, на свадьбе. Вот. Так что
Знаешь, это вот Не это... надо на нее ругаться. Знаешь, вот эта теория... Да что ж сколько такое? 5 рукопожатий, да, что через каждого человека можно выйти на любого другого. Смотри, через одно рукопожатие наш Винс уже заочно знаком с Персивалем. Вивьен. Он почему-то очень сильно захотел на нее накричать. Потому что Винс, наверное, весь на нервах. Да, поэтому... решил сорваться хоть на кого-нибудь. Но он пока еще никак не отойдет от шока. Кто она у нас там? Мудрец, старейшина. Мудрец, да. Нам же как раз 3 старейшин этих мудрецов надо, да, чтобы по заданию избавиться от призраков. Ну да, да. Вот, так что ее номерок в нашей телефонной книге точно не помешает. Вот, смотри-ка, уже звонит ему соседка. Та самая, с кем он повстречался утром. Давайте сходим на фестиваль. Да рады бы мы, конечно, сходить на фестиваль, но пока... Да только времени-то на развлечения нет. Не то, что времени. Винс пока этого в принципе сделать не может. Ну и да, ему еще и Ему страшно нужно к тому же. Достичь еще нужно 5-го уровня в навыке фитнеса и купить велосипед, чтобы он мог вообще в принципе куда-либо отправляться из своего района. Новая черта характера. Винс ведет активную жизнь, и ему это нравится. Хотите принять перемену? Ну Активную? давай, да, да, почему бы и нет. Хотя природа тут красивая. Да, район красивый. Но что можно сказать? Красивая природа, это же всегда еще и вот эта вот стихия естественной живой природы, такой дикой, необузданной, это всегда таит в себе и какую-то опасность, какую-то загадку. Так что неудивительно, что здесь этот дом тетушки Агнесы. Не случайно она выбрала это место, я считаю. А здесь, смотри, еще растет лимонное дерево. Морозостойкое дерево, на котором растут лимоны. Вот, кстати, можно у себя будет тоже на участке посадить. Сейчас вообще посмотрим, что А мы не он можем тут это собрал. дерево взять к себе в багаж и к себе на участок? Вот дерева, к сожалению, нет. А вот у него выходит еще, что он садовод номер 1, и ему нравится садоводство. Ну, в принципе, да. Нравится. Ему будет нравиться, в принципе, все. Да, судя по тому, что какие у нас на него планы и что Да. ему нужно выполнить по ходу челленджа, он у нас будет просто уникальным персонажем, которому будет нравиться все, и достигнет он всех уровней, и станет просто аватаром, повелителем всех 4 стихий. Да ладно, на самом деле это не так уж и сложно, потому что ему нужно достичь всего лишь 5-го уровня в некоторых навыках. Не 10-го, Всего лишь а где-то 5-го. 5-го расчистить весь дом. 10-го только в 2 навыках. Ну а вообще неплохо так побегал, время-то уже. Время уже, да, перевалило за полдень. И он даже уже есть захотел. Надо тогда срочно перекусить, убрать этот мусор и уже начинать заниматься своими делами. Слушай, а может быть посмотреть в магазине, в интернет-магазине, может быть можно тоже купить какие-нибудь растения? Для этого страшного дома не хватает какого-нибудь чудовищного, у жуткого него растения. Нет интернета. В доме он не может это сделать. Надо выходить куда-нибудь на улицу чуть подальше, и тогда уже начинать пользоваться своим телефоном. А налог-то не забудут нам прислать за дом-то. Конечно. Интернета здесь нет, а налог, какую цену с нас, наверное. Ну да, я думаю, здесь счета будут вообще страшные. Угу. Когда они, кстати, приходят? Интересно. Понедельник, вторник. Он не может это даже выбросить, потому что это все лежит вот под завалами. Так оно вот, значит, и будет здесь лежать, источать неприятный запах, и Винсу будет просто неприятно находиться в таком окружении. Ну, хотя бы вот эту кучку можно выбросить. Ну, там вот еще... А куда он выбрасывать пошел? Ну, например, сюда. Да, это логично. Это выход. Да. Почему бы не выбросить здесь? Так, а куда ты идешь? Здесь где-то мусорка стоит. А теперь отсюда давай. Так, и сразу можно сюда побросать наши тарелки. Ну, хотя бы заглянуть-то одним глазком, давай. Да давай заглянем. Я думаю, что ему нужно сменить немного свое одеяние, потому что у него есть снаряды на все случаи жизни. Пусть будет подобающий вид. И главное, что у него есть котелок, который... Бабочки у него только жалко нет на этот случай.
У него есть наряды и для занятия механикой, и для садоводства, и для кулинарии. Правда, кулинарией он пока заниматься никак не может. Ну почему же не может? Смотри, вон котелок что-то там на огне Да, варится. вот, к сожалению, он смог бы и там неактивный. супец сварить какой-нибудь. Находит почти совершенно обычный журнальный столик. Хотя бы журнальный стол нашел. Уже отлично. Винсу нужно что-то посущественнее. Ну, да. Питый хумус, вот тебе и посущественней. Вот и будет. Кстати, хумус очень даже он и приятно поужинает. Ну, а вообще потихоньку начинает наступать вечер. Ой, какое грязное окно. А Это посмотри. тоже сам... Что? Тут возле Богатство? дома-то у него, да, богатств полно. Да, надо, кстати, будет выйти туда посмотреть. Хотя, стоит ли рисковать? Это, насколько я так понимаю, это то страшное окно. Да, это то Эту самое ту страшное самую. окно. Давай-ка выйдем на середину дороги. Может быть, появится у него интернет, и посмотрим, какие овощи он может приобрести. Весенние растения. А у Винса, кстати, весна. Может быть, нам взять весенние растения, посадить их? Ну да. Плод граната. Вот. А гранат это хорошо? Это хорошо, конечно, он стоит 150. Видишь? Это для нас он стоит 150. Но если мы его продавать будем, он, видимо, тоже будет стоить неплохо. А розы, кстати, тоже стоят нормально. Я думаю, розу надо взять. Так, давай только не будем сейчас, наверное, что называется, распыляться, потому что денег у нас не так уж много, а мы уже набрали на 688 миллионов. ну и надо. я боюсь, что мы не сможем просто оплатить налог за... Но налог мы в любом случае не оплатим. Ты думаешь, тут придет 1000 симиллионов А налог? сколько придет? Ну, как минимум 1008 будет, наверное. 8! Ну, а что ты думаешь? Ну что, где мы будем устраивать сад? Тут вот тоже во дворе все завалено. Хотя вот такое местечко, где стояла эта жуткая девочка, может быть, Облагородить здесь. бы неплохо И его. тут еще и чучело как раз. С чучелом, может быть, надо тоже дружить, и он поможет по огороду. Стоит ли к этому чучелу подходить? Мне кажется, здесь это чучело злое. А вот если Вин с ним подружится, может быть, оно еще и призраков у нас будет гонять. Винс у нас переодевается в костюм садовода. Да, на любой случай жизни есть свой наряд. Да. И главное, головной убор тоже всегда имеется. А на улице уже стемнело и наступила ночь. И хотелось бы, конечно, под крышу дома в уют и запереться от этих А страшных ты посмотри, улиц. какой туман стелется по земле. Слушай. Это как будто кладбище просто какое-то. Ну Выглядит да. страшно. И вот от такого тумана бы очень хотелось убежать в дом, да только дом сам настолько страшный, что некуда деваться. Ой, выглядит и правда немного даже жутковато. Призраки Гидри, здравствуйте, Здравствуйте. меня зовут Гидри. Похоже, вам не помешает моя помощь. К счастью, я эксперт во всем, что касается домов с призраками. И не бойтесь, я хороший призрак. О, здесь у нас еще призрак какой-то. Смотри-ка. Так, не пойму, он будет нашим другом или он не будет нашим другом? Зато смотри, они оба любители шляпок. А вот пугало его действительно напугало, шокирующее пугало. Винсу удалось создать свой первый предмет на столярном столе. И даже качество нормальное. Ну да. Давайте вспомним, когда цунами вырезало такую лошадку. Просто это были какие-то обломки жуткие. И все это время с ним простоял вот этот вот призрак, который здесь появился. Да, Ну, и у него вроде по бы- коже холодок такой тянулся у Винса. Куда делся наш этот призрак? А куда-то в дом залетел. Ну, вроде бы он такой беззлобный. Ну, это, знаешь, не умаляет того, что это призрак. И он в нашем доме. А вот он. Ему кажется, самому и тут страшновато этому призраку. Но он увидел крысу, да, и немного напугался. Но Винс его сейчас вежливо поприветствует.
купить свадебный торт. А зачем Винсу нужен свадебный торт? Винс у нас еще гостиную не разобрал, а только после того, как он приведет в порядок гостиную или спальню. Что-то я забыл. Да нет, там не только гостиную, там и гостиная, и спальня, и ванная, и кухня, вроде бы да, вот это. Так что, Винс, свадебный торт тебе явно не пригодится в ближайшие пару дней. А здесь у нас, между прочим, лежит Та-да-та-там! очередной дневник. Ой, давай посмотрим скорее. Хочется увидеть там какие-нибудь добрые записи с пожеланиями хорошего дня и хорошего вечера. Ну давай прочтем. Дневник Элизы Уэзерби. Ну вот это та наша подопечная тетушки Агнессы. Это часть вторая уже. 7-й день весны 1890-го. Дорогой дневник, я не успела закончить прошлую запись, потому что в комнату вошла леди Агнесса. Она увидела, что я делаю не домашнюю работу, а занимаюсь личными делами в противовес обучению. Так она сказала. Поэтому я получила выговор. Леди Агнесса отправила меня на кухню мыть посуду и пол. Пахнет там жутко. Уже будучи на кухне, я заметила на полу странное свечение. Голубоватый свет проходил прямо через доски, искрился и мигал. Я наклонилась поближе, чтобы рассмотреть это чудо, и услышала тихий шепот. А потом голос из света произнес: «Помоги!» Я хотела спросить, кто это, кому нужна помощь, но испугалась и убежала. Восьмой день весны 1890 года. Сегодня ветрено, но зато сухо. Погода мрачная, и на душе у меня скребут кошки. Мы учимся изо дня в день. Усердно изучаем латынь, историю, арифметику, рукоделие, чистописание. Ненавижу чистописание. Леди Агнесса очень строга. Она говорит, что мои буквы похожи на свиней, такие же грязные, заляпанные чернилами, а у моей подруги Евы в голове гуляет ветер, как по Парижской площади Согласия. Поэтому мы часто остаемся после занятий и в наказание переписываем все, что плохо написали. Также леди Агнесса говорит, что истинная гувернантка должна впитывать знания как губка, а не как тряпка, потому что об тряпку можно вытереть ноги. Все девочки здесь сироты и прибыли в пансион из приюта. Когда-нибудь леди Агнесса распределит нас по дворянским семьям, и мы больше никогда не увидимся. Истинно, погода сегодня мрачная. Вечером бедная Мария провинилась окончательно. Вместо формы она осмелилась надеть красивое платье, которое отыскала где-то в пансионе, а леди Агнесса увидела это. Она отправила несчастную Марию в комнату наказаний на чердаке на всю ночь. Ох, каково ей там одной. Мария рассказала, что комната та мала даже для взрослого человека. Посередине стоит одинокий жесткий стул, сидеть на котором самая худшая пытка в мире. Но стоять там долго невозможно, поэтому провинившийся непременно сядет на стул и испытает мучения. В прошлый раз, когда Мария была в комнате наказаний, когда уже стемнело, то услышала за дверью шаги. Она заглянула в замочную скважину и увидела темный силуэт. Медленно, точно черный плащ, он опустился на колени перед неким подобием алтаря, а потом что-то жутко зашептал. В тот же миг Мария ощутила слабость, как будто ей сделали кровопускание, вот только из нее выходила не кровь, а словно сама жизнь. В чувство ее привела леди Агнесса, которая велела живо отправляться в спальню. «Надеюсь, ты усвоила урок», — сказала та вслед. Ох, бедная Мария, что же ее ожидает сегодня ночью? Итак, вот у нас открываются подробности истории, очередные подробности. Это история, которая произошла здесь в пансионе. Не так тут открываются подробности, а тут просто открываются какие-то кошмары и ужасы, честно говоря. Потому что жалко и девочек, и вообще непонятно, что здесь происходит. Винс вообще сейчас просто в ужасе. И завывающий ветер его напугал. Он заметил, что здесь водятся привидения. Слушай, как бы тут вообще не дошло до летального исхода. Да, я согласен. Настроением. Ну, вот он немного перекусил и сразу стал счастливым. Хотя бы так. Надо всегда с собой носить этот холодильник в багажнике, чтобы, если что, всегда можно было побаловать себя какими-нибудь мюслями или овсянкой. И тогда он будет всегда счастлив. Ну что, может быть, Винсу стоит лечь спать, но надеюсь, что эта ночь пройдет более спокойно, чем прошлая.
Надеюсь, что не только ночь будет спокойной, но и утром он проснется живым, а не превратится сам в призрак. А то тут и можно. Ну что, спокойной ночи. Время 4 утра, раздался какой-то странный стук, и Винс куда-то побежал. И Винс, конечно же, в ужасе. Интересно, а кто куда стучал? Вот я пока не понял. А смотри, здесь появилась какая-то странная пентаграмма на полу, между Это, прочим. наверное, как раз-таки так... Подожди, она была вот здесь. Да, она переместилась. Вот, наверное, в какой-то момент наша подопечная И вот еще. как девочку я забыл. Элиза вот увидела она такое на вот кухне. эти, да, и оттуда как раз шел голос. Ох, как бы нам оттуда не услышать голос. Ну, этот призрак вроде бы не злобный, поэтому вообще ночь проходила спокойно, пока кто-то не постучал. Вот что это был за стук, пока не понимаю. А Винс тем временем узнал, что Гидра безработный. Удивительно. Я думал, он менеджер в какой-нибудь компании. Винс попробует поспать дальше. Ну вот и наступило, наконец, утро. Знаешь, даже утром этот дом выглядит как-то недружелюбно. Мне кажется, если его даже полностью отреставрировать, он все равно будет нагонять какой-то страх. У Винса почему-то какой-то весь красный его пломбоб, который над ним крутится. Давай посмотрим, что с ним происходит. Он очень сильно хочет в туалет, именно поэтому. И это не самое страшное, что могло испортить настроение. Поэтому ничего. Ну, в принципе, ночь прошла нормально. По сравнению с прошлой ночью, с ночью, когда Винс сюда только-только въехал, это была просто такая... Тут, конечно, появился призрак, но он вроде бы такой нормальный призрак. Он даже, когда уходил под утро, сказал: все, я прощаюсь с вами, но, может быть, еще встретимся. Не может быть, он сказал, что обязательно скоро вернусь. Скоро увидимся, да. Вот. Крысы здесь бегают. Итак, давай посмотрим на наш сад. Какая тут плодородная, однако, земля. Уже первые всходы есть. Постепенно начинают сходить растения, которые Винс посадил. Это, конечно, хорошо. А вот шалфей, может быть, нам еще шалфей посадить сюда? Давай, да. Ну, сад уже у Винса получается довольно-таки большой. И все-таки утром здесь как-то атмосфера поприятней. И у Винса даже настроение как-то получше. А что, ты не можешь теперь к нему подойти? Ну и ладно тогда. Отправляемся к нашему столярному столу. Ну-ка, стоп. Я видел эту походку. Эту звездную походочку. И посмотрите-ка, здесь идет Мэрилин Монро. Прям возле нашего дома прохаживается. Мы удалили знаменитости, которые были в игре стандартные, и заселили сюда всего лишь 2 знаменитостей, которых можно было бы встретить на участках. Это Мэрилин Монро и Майкл Джексон. Ну а почему бы и нет? Да, и раз уж она проходит здесь, мимо нашего дома, вот Винсу обязательно надо ее остановить. И в этот момент ему звонит еще и соседка, Катрина. Привет, Винс. Слушайте, моя семья сейчас в трудном положении. Это долгая история. Нам нужно где-то немного пожить. У вас же есть лишнее место, верно? Спасибо. Ну, ладно, наверное. Что? Ты уверена, что ты хочешь сюда приехать? В этот дом? Да приезжай, конечно. Ну, да, давай. Ой, слушай. Это интересно, в каком же она положении находится, если она хочет переехать жить в дом к Винсу? Тем более она сама сказала, что этот дом немного странный. А вот я смотрю, она уже заезжает с чемоданом. Слушай, она, получается, знаешь, на пороге дома уже стояла, уже готовилась с чемоданом и такая: ой, можно я поживу, да? Ой, я как раз тут рядом уже с чемоданом. Слушай, если мы сейчас возьмем у нее автографы,
О, это шикарно. Интересно, сколько у него будут автографы стоить? Столько же? А Как вот и «Цунами» набрала у Джонни Деппа? А вот вопрос. Потому что нам вот в комментариях пишут, что почему-то многие автографы очень недорого. Там 400, да, 800. Ну да, у некоторых знаменитостей такие автографы. А сейчас она отказала. Слушай, как-то она на Мерлин Монро не очень-то похожа. Да, вот Согласен. тебе вот ботинками какими-то. Во что она нарядилась? А как настоящее имя у Мерлин Монро? Норма. Джеймс Бейкер. Вот фамилию не помню. Помню, что Норма ее зовут. Вот да, про Норму я тоже помню. Слушай, она отказывает и отказывает. Ну все, пора ехать встречать гостей. А мы можем ей тогда сказать что-нибудь? Она уже села, сидит спокойно. Как-то она печально выглядит. А что с тобой? Она испугалась. Что Ну, случилось не знаю, с тобой? Что ты здесь могла испугаться? Тут же, а Винс-то сам как-то это... Что происходит? Почему? Мне кажется, она не очень-то рада. Просто иррациональный страх перед опасностью. Никто не знает, почему Винс испытывает страх. Ну, это все из-за нее. Как интересно, мне понравилось, как она подскочила, начала орать, Винс тоже начал орать. Да, я тоже и испугался. Все, они все в ужасе были. По-моему, знаешь, это эффект толпы. Знаешь, когда толпа приобретает какое-то настроение, каждый отдельный индивид тоже начинает разделять эту эмоцию. О, а это кто? Она тоже приехала сюда жить. Если нам всем втроем здесь будет страшно, то вместе бояться, интересно, веселее не так страшно или втройне страшно? А это получается Катрина... А смотри, тут еще третий приехал. Трэвис. Это получается Катрина с ними живет. Мы тут в город позаселяли некоторые семьи. Да, их приехало 3. Смотри, 3 чемодана стоят. Вот это да. О, она решила поотжиматься. Какая спортивная. Как-то они все не очень довольны. Что это происходит? Вы чё вообще пришли в наш дом устраивать непонятно что? Ну, не знаю, мне кажется, такие гости нам не нужны. Вообще просто. Слушай, а как их теперь выгнать отсюда? Что-то мы пытались найти действия, их всех прогнать. У нас появился клубок пыли. Как у нас много становится обитателей этого дома. Ну, что хочется сказать? Мы, конечно, тут не будем в тесноте, но явно будем в обиде, учитывая характер наших новоиспеченных соседей, которые тут же устроили потасовку. И такое соседство Винсу вообще не по душе. Что они тут будут устраивать? Вот эти вот драки и разборки между собой? Смотри-ка, какая замечательная находка. Винс получает отличный коллекционный предмет от запасливого пыльного друга. А что за предмет? Вот, Каменья. он получил топаз оранжевого цвета. Ну, какой-то не очень-то дорогой. Ну, знаешь, это все лучше, чем он вторсырье находит в мусорке. Поэтому это уже неплохо. Пока автограф Мерлин Монро стоит 50. Надо оценить, посмотреть. Наполеон Пылепарт. Не, я не хочу Наполеон Пылепарт. Призрак оперы. Что-нибудь такое. Давай просто призрак. Так. Раз уж у нас тут везде призраки, пусть будет еще один. Итак, сейчас важный момент. Смотрим, сколько... 3200. Все-таки 3200 стоит автограф. Супер. Значит, если мы их вывесим на стену, и они у нас повисят немножечко, то, вероятно, они станут по 6400, да? Ну, наверное, да. Что написано? Образец отправлен в геологический совет для разбора на элементы. Через денек-другой ждите полученные элементы по почте. Может быть, зря мы его отправили? А может, каждый элемент мы отдельно сможем продать и выгоднее получится? Он сколько, 25 стоил? 18. 18. Ну, теперь автографы по 3200 каждый. Вот, отлично, отлично. Винс уже в скором времени начнет потихоньку отстраивать дом. И еще, может быть... И еще, может быть, даже сможет заплатить налоги. Может быть, да, сможет по счетам заплатить. Но он так и не сделал ничего на столе.
Ну тут у столярным. него начались такие глобальные перемены в жизни. Мы начали работать, увидели Мерлин Монро, тут же позвонила соседка и заселилась еще вместе с 3 какими-то непонятными людьми. Потом она устроила драку, потом у нас появился клубок пыли. Собственно говоря, день какой-то такой удалой. Ну вот, Винс создал еще одну фигурку лошади, и мы ее продаем за 27 миллионов. Сегодня просто богатый день. А они вообще собираются помогать что-то делать по дому, или они просто будут тут ходить? Я думаю, они просто будут тут ходить. Хотя здесь так вот завалены комнаты, что не знаю, можно ли здесь вообще в принципе куда-то пройти. У тебя такой беспорядок, любишь копить барахло, могу помочь разобрать этот мусор. Слушай, тут вообще у него просто еще один пришел. Ну, давай пригласим, да. Пусть Почему бы и заходит. нет? У нас сегодня будет большая вечеринка. но зато Винсу, может быть, даже тогда этой ночью будет не страшно. Согласен. Потому что, когда под крышей сразу много людей, хотя, конечно, это люди незнакомые, и мало ли что они из себя представляют. Мы уже посмотрели, что Катрин может выкинуть в любой момент. Может, она как набросится на Винса с дракой посреди ночи и такая, ох. Поэтому тут не угадаешь. Ну, заходи, делай, что он пошел убирать мусор, который здесь есть в доме, да? Да, интересно, что он будет делать. Так, а где наш клубочек? Где наш призрак? Смотри, он убрал мусор. Ух ты, ну надо же, он его собирает, Он мусор. убирает, действительно. Это какой-то добрый фей? Это какой-то добрый волшебник? Он светится, он подсвечивается. Неужели он нам поможет по дому? Я прям даже хочу проследить, что он тут делает. Слушай, а тут еще клубок пыли. Да. Смотри-ка. Нам за этими клубками пыли на самом деле надо следить. Потому что нам уже неоднократно писали, что они устраивают пожар. Да. А как за ними можно проследить? Давай мы их поставим всех в одно место. Централизуем, так сказать, чтобы они все были у нас в одном месте. Хорошо, чтобы если вдруг случился пожар, что он сразу бы в одной точке как следует разгорелся бы. Пусть они живут на улице. Ну, хотя вот этого вот нашего первого клубка пыли, может быть, дома оставить все-таки. Мы всегда... Хотя нет, страшно. Слушай, здесь столько вещей. Как все загорится. Ну да, ну ладно, пусть тут. Я пока еще не полюбил этих клубков пыли. Пока 2 только нашли. И уже призрак здесь появился. Сейчас они начнут все пугаться. Так, этот все ходит, убирается. Слушай, какая тут прям движуха началась в доме. Первый день был такой какой-то одинокий. Ну да. А теперь вообще очень даже весело. Да, теперь здесь собрались все. Какой-то ходит, парень убирается, призрак с нами тут. Просто так, он с нами за компанию. О, смотри, этот нам сказал, что все сделано. Ты не против, если я здесь еще побуду? Как прошел твой день? Ну, вообще, если честно, он словно вот как будто не мусор убирал, который в комнатах был, а убирал вот какую-то непонятную пыль, которая образовалась, когда он сюда прибыл. Да, может быть и так. Потому что я смотрю здесь, там вот... О, еще один кролик. Какая-то пыль вот лежала на полу, но она не похожа на эти завалы, которые здесь у Винса. Смотри, уже спать улеглась. Ну, а, кстати, время уже 22 часа. Но Винс тоже сейчас будет отправляться спать. Пусть он тогда Немножко наверное, пошутит перед сном. улучшит свой навык хотя бы до 5 уровня. Потому что осталось прям немного. Ну да. Да, это было бы хорошее завершение дня. А потом мы продадим автографы и начнем потихоньку разгребать гостиную. Это не наш призрак. Какой-то призрак. Ему понравился стендап Винса, по крайней мере. Все, он достиг 5 уровня. С чем мы поздравляем Винса и поздравляем с тем, что явились новые призраки. И, кстати, бодрости у него поубавилось. Действительно, можно уже ложиться спать. Всё, пусть ложится спать. Наступает ночь. Да.
Может быть, и она пройдет тоже хорошо. Надеюсь, потому что с ним теперь есть его компаньоны, которые, если что, его защитят. Его чуткий сон. Ну все, спокойной ночи. Спокойной ночи. Поздно ночью всех разбудил странный шум. Гости были в панике, но Винс приказал всем успокоиться. Он сказал, что сходит наверх и посмотрит, в чем же дело.